Всем привет! Лазил недавно по страницам с играми на июньском фестивале Игромбыть в Steam и наткнулся на одну занимательную вещицу — Oddworld Soulstorm от студии Oddworld Inhabitants. Игра вышла 6 апреля 2022 года. Версия для ПК тогда была доступна только в Epic Games Store, а в Steam вышла 21 июня 2022 года. Недолго думая, поставил демо на загрузку и прошел. Поделюсь своими впечатлениями. Ранее видел много негативных отзывов к игре и разных претензий, в основном технического характера и по управлению. И с некоторыми из них можно согласиться, но положительных впечатлений все же значительно больше, чем отрицательных. Игра является ремейком и переосмыслением Oddworld Apes Exodus 1998 года. Главному герою Эйбу предстоит спасти своих собратьев, мудаконов от рабского труда и жестокой эксплуатации. По жанру это платформер с упором на решение логических задач. Игроку нужно будет найти правильный алгоритм действий, чтобы преодолеть все препятствия на уровне и спасти как можно больше своих несчастных собратьев. По мне, одной из главных особенностей серии всегда были ее запоминающиеся персонажи и колоритный мир. Как когда-то, в конце 90-х, впервые увидев на страницах игровых журналов, игра тут же вызывала симпатию и интерес, так и сейчас. Oddworld, преобразившись уже более современной графикой, все так же увлекает. Начав с просмотра вступительного ролика и продолжив геймплеем, в игру погружаешься с головой. Увлеченно следишь за приключениями незадачливого Эйба, его чудаковатых собратьев-мудаконов и всячески пытающихся им помешать ехидных слигов. Графика очень хорошая, приятные цвета и освещение, уровни и фоны хорошо детализированы. Анимация персонажей сделана качественно. В процессе прохождения уровня иногда будем наблюдать какие-то события на фоне. Ракурс камеры периодически меняется. Все это делает игровые сцены разнообразными и положительно влияет на их восприятие. Стоит отметить, что игра сделана на движке Unity. Дизайн уровней весьма разнообразный, позволяет некоторую свободу действий для игрока. На некоторых уровнях будем решать логические задачи, используя медитацию и найденные предметы, на других же от игрока потребуются более активные действия. Бегать, прыгать, прятаться от атак противников. Есть уровни, которые придется проходить по стелсу. В финале будем спасать убегающих мудаконов от атак слигов. В общем, игра не заставляет скучать, периодически подкидывая разные задачи. Между уровнями будут показывать кинематографические ролики, выполненные на хорошем уровне. Также в процессе прохождения уровня будут и кат-сцены. Про музыку могу сказать, что она весьма стандартна, но хорошо подходит игре. Меняется по ситуации. В динамичных моментах играет ритмичная музыка с электронными аранжировками. В более спокойных моментах меняется на таинственный эмбит. Очень порадовала озвучка. Голоса разные и подходят к героям. Так что же по итогу? В игре колоритный мир, хорошая графика, разнообразный левел-дизайн и игровой процесс. Есть хорошая подача сюжета посредством роликов и кат-сцен. Oddworld сохранил свой исходный дух и получил современную графику. По мне, для тех, кто играл в старые игры, это хорошая возможность снова вернуться в любимый мир. А для тех, кто ранее пропустил или только сейчас заинтересовался, сможет впервые открыть для себя Oddworld.